Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы будем с вами косячить изо всех своих последних сил. Разберем кучу косяков, которые я наделала в этой работе, которые мне не нравятся. Итак, вернулась клиентка с нашим аквариумным дизайном в ярких несочетаемых цветах. Отходила она с превеликим удовольствием, ничего ее не раздражало, все ей нравилось. Поэтому, если кто-то не видел предыдущий урок по этим ручкам, обязательно посмотрите, там было довольно интересно. Мы же тем временем убираем старый материал, убираем длину ногтей, потому что клиентка носит какую-то определенную длину и длиннее носить не хочет. Подбираем форму, опиливаем натуральный ноготочек, отодвигаем кутикулу, праймер, базовый гель. В общем, все как обычно, вы это можете уже и без меня рассказывать. Сегодня моделировать мы будем гелем средней вязкости, который может работать в технике без выравнивания. Может, но я не работаю, я все равно буду его опиливать. Кто давно на моем канале знает мою любовь к опилу всевозможному, очень люблю пилить. Кто недавно, будете знать, что я очень люблю пилить и пилю всегда. Поэтому выкладываем материал, совершенно не беспокоимся о том, как клиентка держит руку в лампе, ровно, неровно, врезалась она в лампу, пока донесла руку, или не врезалась, прислонилась где-то, или какие еще у нее там могут быть проблемы с этой лампой. Куда может убежать наш материал, мне совершенно все равно, потому что я возьму пилочку и выпилю для себя тот ноготочек, который мне необходим. Кстати, как опиливать квадраты, есть у меня на канале схема. Можете посмотреть, если кто-то вдруг не знает. Далее мы переходим к покрытию. В данном случае мы решили использовать хроматик лак. Но вот тут вот начался первый косяк. У меня совершенно вылетело из головы, что хроматик лак нужно наносить на перекрытый финишным покрытием ноготочек. Потому что хроматики показывают малейшую неровность на поверхности ногтевой пластины. Соответственно, даже зашлифованный бафиком ноготок имеет какие-то царапины, которые хроматик с удовольствием проявит. Поэтому нужно было изначально заровнять финишным покрытием ноготь и потом перекрывать лаком. Но из-за того, что мы уже перекрыли первым слоем, потом у нас проявилась вот эта вот неровность. Выпиливать из-под кутикулы его не вариант, потому что маникюр свежий, пилить по свежеобрезанной коже как бы не очень хорошо. Поэтому я нанесла первый слой, его просушила, потом нанесла финиш, просушила финиш, потом нанесла еще слой хроматика. И вот только после этого у меня получился более-менее приличный результат. Для ноготочков с дизайном я выбрала вот такой вот пыльно-розовый оттенок, которым покрыла два ноготка. Но на одной руке мы забыли о том, что у нас будет два ногтя с дизайном, поэтому перекрыли сначала хроматиком, а потом уже поверх хроматика я рисовала пыльный цвет. Как вы видите на этом пальчике, именно об этом эффекте я говорила. Видите, он как будто поцарапанный металл смотрится. Это именно вот этот вот эффект из-за того, что я наложила на забафленный ноготь без финиша.
Ну, собственно говоря, на моих ошибках учитесь, поэтому просто запомните, запишите куда-нибудь себе большими буквами правила, что хроматические лаки ложатся только на финишное покрытие, только на абсолютно ровный ноготок. Далее с этой клиенткой мы решили сделать пузырчатую фактуру. И как я вам говорила, вот именно после этой работы я поняла, что пузыри сверху мне категорически не заходят. Не нравится мне пузырчатая фактура сверху. В аквариуме нравится, сверху не нравится. Смотрите, здесь для создания пузырей я смешала черную белую гель-красочку с финишным покрытием, для того, чтобы она стала более полупрозрачной. Нанесла ее на ноготочек, смешала между собой, для того, чтобы получить сразу какие-то переливы цвета. С переливами все получилось, все было замечательно. Но в данном случае я постаралась, чтобы вот эти вот мои развозюки сразу же заходили в районе кутикулы боковых валиков. И после того, как я сделала пенку на них, они налезли на кутикулу и на боковые валики. То есть, если вы хотите делать пенную фактуру сверху, не прокладывайте близко ко всем кожаным моментам. Иначе потом на коже остаются цепляшки. Далее мы сделали вот такие вот лепленные быстрые цветочки на это все безобразие. И цветочки, конечно же, облегчили всю конструкцию. Но на самом деле, ну вот как хотите, не нравится мне вот эта вот пенка сверху. Мне не нравится ее шероховатый эффект. Мне не нравится, как она выглядит. Мне кажется, она будет забиваться грязюкой. Но это мое личное мнение. Лично я для себя сделала вывод, что я буду делать ее только в аквариум. Цветочки лепим с вами самые простые, самые обыкновенные пятилистники. Мы уже не раз на канале их делали. Можно посмотреть на моих руках, на руках клиентов мы с вами их лепили. Поэтому, если кто-то не видел, посмотрите предыдущие ролики. Вот, собственно говоря, и все, такие ноготочки у нас получились. Конечно же, мы выкрутились, конечно же, косяки мы исправили. Но, тем не менее, имейте в виду вот эти вот нюансы. Если кто-то будет делать подобную работу, просто запомните для себя, что нужно сначала сделать финиш. А на самом деле в нынешней ситуации, наверное, проще всего было использовать какую-нибудь зеркальную втирку, а не хроматик лак. Поэтому
имейте и это в виду. Но с другой стороны, клиентка ушла довольная, ей все понравилось, все было хорошо, поэтому выдыхаем и ждем клиентку на коррекцию, что же она расскажет по поводу вот этой верхней фактуры. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!